Представители знака зодиака Лев, львы и львицы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайших дней. Таро на неделю с 26 августа по 1 сентября. Давайте узнаем, что для вашего знака зодиака, какие подсказки приготовили карты. И мы смотрим, безусловно, энергии, как это видят карты Таро. При этом будем реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, не передаст то, что вы чувствуете, то, что вы планируете. Но так просчитать какую-то свою стратегию, тактику или траекторию, я надеюсь, вам карты помогут. Я же в описании под видео оставлю разные ссылки, как и на свой сайт. И есть и гороскопы планетарные, есть и статьи по психологии, так и ссылки на разные плейлисты. Для кого-то, может быть, это удобнее именно через описание под видео перейти к той теме, которая вас наиболее интересует. Двойка пентаклей, какое-то есть взаимодействие, и может быть из-за денег, или партнерские отношения, или какие-то, предложения. Хотя, с другой стороны, где-то карта говорит, не время тратить деньги, или вам придется решать какую-то финансовую историю, финансовый вопрос. И тоже через взаимодействие с кем-то договариваться, возможно, вам придется. Итак, в нашем традиционном еженедельном прогнозе задаем наши вопросы. Что важно знать? Или какие энергии будут преобладать для вашего знака зодиака? Чего не избежать или неожиданности, как видят карты? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Какие энергии вам будут помогать или что вас будет радовать, мои дорогие? Что скрыто? И по основным сферам жизни смотрим энергии, дела, работа, бизнес, обучение, документы, все то, что где-то подразумевает деловой вопрос. Энергия денег, личная жизнь. Совет от карт. Что же будет важно? Король Пентаклей. Правда, у кого-то на повестке недели может быть решение того или иного финансового вопроса. Это может быть с учетом короля Пентаклей, как даже могут быть банки. Вы можете брать кредит, или кто-то может закрывать, наоборот, кредит. Или та сумма денег, которая необходима, может быть, какой-то совершить платеж. Может быть, это и человек, мои дорогие, конкретный, может быть, как новый знакомый, или из разряда тех, которых вы уже знаете, людей. Это может быть и кто угодно, как, к примеру, это может быть разговор с вашим руководителем на работе по части увеличения жалования. Или, если мы про конкретного человека, это те люди по пентаклевым картам, или это у нас энергия Земли, телец, дева, козерог, или те, которые имеют асцендент. Вообще король Пентаклей, он великий консерватор, и он никогда себя не оставляет словно по нулям, да, в плане финансов. У него на черный день всегда есть какая-то сумма. Поэтому карта дает совет. Будь аккуратен с деньгами, правда. Продолжается нам как будто история именно финансовая на эту неделю. Значит, есть какой-то вопрос, который вам, может быть, предстоит решать. Или подойти к чему-то более прагматично. Давайте неожиданности. Деньги есть, деньги будут. Правда, деньги либо вы получаете буквально на этой неделе. И шестерка пентаклей, она как раз и говорит, что даже у кого сложная ситуация по деньгам, деньги вы, как будто вам кто-то придет на помощь. Но это карта финансового успеха, и она не предполагает, что вы кому-то даете в долг. Всегда по шестерке пентаклей есть такое значение. Помни, рука дающего может стать рукой просящего. И впереди у нас опять же король пентаклей, поэтому просчитывать вам какую-то свою стратегию финансовую определенно придется. Но деньги вас порадуют. Давайте, что вам может помешать или чему сейчас не время. А вы знаете, когда вы будете такие более жестко холодные или очень расчетливые, ну, деньги есть, вы найдете, но кто знает, может быть, чрезмерный какой-то материализм вам может помешать. Или когда вы можете, кстати,
какую-то свою точку зрения, продавливать словно, настаивать на своей, именно на своем видении какой-то ситуации или желать, чтобы с вами согласились, с вашим мнением. По тузу мечей это своеобразный выход из лабиринта, я так называю эту карту. Ну, может быть, вы и видите какой-то выход из создавшейся ситуации, но тогда, знаете, мы никому ничего не докажем. Лучше как-то гибко, так хитро подойти к решению того или иного вопроса, и вы его решите, мои дорогие львы и львицы. А если наоборот, мы что-то вот, даже если правда или, ну, как бы истина вот за вами, понимаете, ну, как-то быть гибче все-таки, общаясь с людьми или решая тот или иной вопрос. Это вам тогда будет больше помогать. А вот как раз, если мы такие колючие более в общении, то нам это может помешать. Давайте откроем карту, что же вам конкретно помогает. Умеренность. И правда, это гармония, это баланс. Держите баланс во всем. Как и в общении, как и в финансах, так и при решении любых вопросов, потому что это старший аркан, и нам буквально карта говорит, гармония в душе помогает, так и где-то наше дружелюбие, миролюбие, ну и дипломатия тоже. Давайте узнаем, что скрыто. Карта мага. Но это и вы можете быть, мои дорогие львы и львицы, очень серьезная позиция, когда у вас получится очень многое осуществить. Но маг – это тот, который действует вот так исподволь, из-за кулис. Поэтому, может быть, аркан умеренности и говорят нам карты, держи баланс. Если ты начнешь настаивать, ничего не добьешься. А маг, он умеет воздействовать на окружающих. И, кстати, он не руководствуется эмоциями, в принципе, не теми эмоциями, которые со знаком плюс или каким-то восторгом назовите, так и каким-то глубоким самокопанием или уж тем более доказательствами. Он именно берет нейтральные позиции. Вы, конечно, можете столкнуться с таким человеком, который тоже несколько, ну, сродни манипулятора, может быть, но и вам тогда в этих энергиях нужно быть. Может быть, есть какой-то вопрос и по финансам, а у кого-то и по личной жизни. И вам придется, что называется, на берегу какие-то важные моменты проговаривать, заключать какие-то документы, договоры, что-то пересматривать, регулировать. И поэтому о себе много мы не говорим, да и мало-то, пожалуй, тоже, потому что маг, он от начала до конца это сплошной нейтралитет. Он абсолютно непроницаем, но очень проницателен. И вот эти энергии вам помогают. Когда вы о себе, ну, меньше рассказываете, а вы люди видные, импозантные, и, может быть, кому-то хочется о вас узнать побольше, храните молчание. Вам это будет помогать. Какая-то ваша позиция только от этого усилится. Или подогреется интерес к вам, мои дорогие, и это тоже может быть. Дела, работа, бизнес, учеба, документы. Мы складываем оружие, правда, мы ни с кем не спорим. Но, может быть, манипулируем, договариваемся, дипломатами великими нужно быть. По этой карте, карта нам еще советует, если ты чувствуешь себя недостаточно хорошо, если есть недомогание, тогда не время что-то додумывать, а обратиться к врачу, пройти обследование. Все-таки иногда карта говорит, с одной стороны, об усталости, и тогда уделить внимание именно отдыху нужно, чтобы вы себя полноценно чувствовали. С другой стороны, если есть ну, какой-то вопрос по части здоровья, карта не говорит о болезни, но и она говорит о том, что недомогание может, если мы не уделим вовремя этому внимания, нас буквально уложить в постель. И поэтому все дела могут стать на тормоз. Хотя, в принципе, уже по этой карте здесь и не нужно куда-то срываться с места в карьер, потому что аркан умеренности нам говорит, помогает. Какая-то нейтральная позиция ваша, даже по делам, по учебе, по работе, где-то оно продолжается в том же ключе. Но если на повестке дня стоят финансовые вопросы, то какие-то более мягко, добро, незаметные энергии вам будут помогать, ну, решить любую проблему, мои дорогие львы и львицы. Правда, и вот эта карта мага,
вам, можно сказать, советуют быть больше великим манипулятором. Видимо, таковы энергии на этой неделе. Или на кону какой-то важный финансовый вопрос. Что же финансы? Будьте на своей волне. Карта отшельник. Отшельник не совсем тот, который бьется за деньги. Точнее, совсем наоборот. Это дервиш. Для него что-то духовное важнее, чем цена. То есть вопрос ценностей, но не цены. По этой карте нам, кстати, никто не мешает. Старший аркан. Может быть, карта подсказывает, что вы как миссию какую-то свою должны. Или план, творчество. Вот есть какой-то по зарабатыванию денег, может быть, ваш проект личный, который вы, вам даже карта советует реализовать, продумать, сделать, может быть, первые шаги. Быть немного самому по себе, не включаться опять же в какие-то вопросы, которые нужны кому-то. И при этом предусматривать, что в любой момент как-то ситуация может меняться. Надеяться, мои дорогие, в решении финансовых вопросов. У вас получается что-то вот осуществить. Но, может быть, на последующий период, ведь это старший аркан, он может проигрываться в течение 3 недель. Вам придется где-то, может быть, и сузить какие-то траты. Вполне вероятно, отшельник ни разу не про деньги. Ему как будто деньги не нужны. Но есть такое значение, потому что идея какая-то важна. И для вас как будто уделить либо вниманию, откуда к вам приходят деньги, каким образом они к вам поступают, либо это вторичный какой-то заработок, но больше именно действия, направленные на... это, знаете, как на что-то возвышенное. Или карта отшельника нам может говорить еще, ведь это философ, который распутывает какие-то сложные узлы, может быть, как финансовые, и какие-то запутанные ситуации, и вам придется найти какое-то среднее арифметическое, так чтобы и волки были сыты, и овцы были целы. Все же, опять же, аркан мага. Вы можете столкнуться с таким человеком. Оставаясь верны своим принципам или каким-то своим направлениям, вы можете как-то кардинально изменить, по крайней мере, на этой неделе, заложить как основу какого-то, либо нового проекта, который принесет деньги, либо последующей траектории ваших финансовых поступлений. Вот есть такое. Но и вместе с тем решить, опять же, какой-то финансовый вопрос. Но тут вот продумать что-то надо на последующий период. И не о тратах ни разу карта отшельник, поэтому, может быть, не время каким-то очень таким крупным приобретением. Это точно. Карта императрицы. У кого-то может быть на кону вообще шикарная карта. Посмотрите, старшие арканы – это карта благополучия, благоденствия. Но я должна сказать, надеемся сами на себя. Мои дорогие девочки, для кого-то это может означать «я жду ребенка», правда. Мои дорогие мужчины, это есть какая-то важная женщина в вашей жизни. Может быть, вы что-то будете организовывать или планировать, обустраивать, или решать вопросы по части вашего, опять же, благополучия или по части, может быть, здоровья женщины. Вот я такое тоже для мужчин могу предположить. Мои дорогие девочки, эта карта тогда вам с учетом 4 мечей точно говорит, ты не должна себя обесточить. Как минимум полноценно отдыхать определенно на неделе стоит. Во-первых, обстоятельства требуют. Всегда, когда вопросы финансов стоят на кону, а нам об этом сказали, нам нужно быть где-то продуманными. И усталости не место на этой неделе дважды, потому что еще что скрыто – маг. Тут, как я уже говорила, и люди могут пытаться манипулировать, так и вам нужно себя буквально сохранять. Карта возможности, безусловно, императрица, потому что это та, которая ресурсная. И даже если, мои дорогие мужчины, вы меня смотрите, эта карта вам где-то может давать совет. Вот если 4 мечей, мы складываем оружие, пусть это выпало на дела, на какие-то документы, может быть, вам приходится договариваться. Тогда отчасти, пусть на личную жизнь карта императрица, можно расценивать как совет.
Будьте в более таких лояльных энергиях, потому что договариваться придется, быть дипломатом придется, и при этом держать какую-то свою позицию, где-то держать в тайне. Вот какая-то интересная, может быть, и многоходовая ситуация для вас, мои дорогие львы и львицы, и у каждого она будет своя на этой неделе. Манипулировать придется, это точно. Ничего не могу сказать. Либо вы, либо вами. Вот так. Или какой-то вопрос стоит на кону, может быть, финансовый, когда по-другому не получится. Карта совет. Рыцарь Пентаклей. Вы знаете, это карта марафонского забега, правда? А вот все то, что я говорила по карте отшельник, это может быть как какая-то новая задумка по части заработков. Или это может быть как ваше ремесло, творчество, или то, что вы хотели всегда осуществить, лично ваше дело, которое в последующем принесет какие-то свои финансовые плоды. У кого-то это может касаться ситуации, когда вам могут предложить новую должность, а вместе с этим это будет и увеличение заработка. Но вот эта стратегия и тактика, нам говорят, искусство мелких шагов, когда удели внимание деталям. Буквально нет мелочей на этой неделе. И будь прозорливым и внимательным, потому что какая-то история, либо вы какой-то вопрос закрываете, опять же, по финансам, к примеру, и потом к вам приходит уверенность на долгий период времени, может быть, у кого-то так. Или наоборот, если мы говорим, вы берете кредит, то тогда нужно все просчитать, как вы будете отдавать. И надейся сам на себя. И по аркану императрица, неважно, кто уже меня смотрит, мужчина или девочки, не должно быть какой-то финансовой бреши. Тут что-то вам придется просчитывать. И манипулировать, повторяюсь в очередной раз, тоже на кону этой недели стоит что-то очень важное. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.